Всем привет! Вы на канале Bad Polygon, и мы дошли до 8-го урока из серии уроков для начинающих по Blender. В этом уроке мы узнаем, что такое шейдеры и как настраивать материалы. Все временные метки главам урока я, как всегда, оставлю в описании этого видео. Ссылки на мои соцсети вы также найдете там. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Добро пожаловать в 8-й урок из серии Blender Beginner Tutorial. Это видео посвящено началу работы с материалами. Мы рассмотрим новый режим Look Dev, который позволяет нам быстро просматривать наши материалы в 3D окне. Затем мы рассмотрим основные настройки материалов и основной шейдер. Затем мы рассмотрим редактор шейдеров, а после этого мы используем наши полученные знания, чтобы создать материал для яблока и ножа, чтобы эти два объекта выглядели красиво. Как всегда, вы можете найти временные метки в описании видео ниже. Если же вы хотите продолжать обучение, вы можете бесплатно зарегистрироваться в нашем разделе ресурсов, чтобы получить доступ ко всем файлам проекта, текстурам и видео этого бесплатного курса. Вы также можете загрузить наш удобный Blender 2.8 шорткат PDF. Ссылку на него вы найдете в описании видео. Всем привет, я Зак для CGBoost.com, и давайте начнем. Хорошо, теперь давайте сосредоточимся только на моделях с разверткой, таких как яблоко и нож. Сейчас пока давайте спрячем ткань, а также миску, и снова давайте перецентрируем это яблоко и немного поднимем его. И чтобы начать процесс шейдинга, прежде всего давайте нажмем здесь эту маленькую кнопку, которая включает режим Look Dev. Режим Look Dev в основном добавляет настройку освещения к сцене, а также показывает нам все свойства материалов, когда мы добавляем материалы к нашим объектам. Сейчас у всех этих объектов нет материалов, поэтому они просто серые. Итак, если я нажму на эту маленькую стрелку, а потом на этом шаре, я могу выбирать между различными настройками освещения для моей сцены. Так, например, я могу выбрать это, и вы видите, как поменялось освещение в сцене. И это действительно важно при создании материала, чтобы проверить это при различных условиях освещения, чтобы увидеть, хорошо ли выглядят материалы в различных средах. Это когда вы создаете объект для анимации, и анимация работает, освещение меняется. Или, допустим, у вас есть разные сцены с одними и теми же объектами. Вам нужно следить за тем, чтобы этот объект всегда хорошо выглядел. Потому что освещение сильно влияет на внешний вид объекта, и поэтому важно проверять различные настройки освещения. Итак, давайте начнем с этого, потому что он относительно нейтрален. И для добавления материала к объекту все, что вам нужно сделать, это нажать на эту маленькую кнопку здесь, на вкладке Material. Не путайте ее со вкладкой Мира, которая выглядит очень похоже. А затем нажмите New, чтобы добавить новый материал. Прежде всего, чтобы узнавать, какой материал к какому объекту принадлежит, щелкните здесь и назовите его Apple. Теперь в Blender мы работаем с так называемыми шейдерами. Каждый шейдер имеет разные свойства, и для того, чтобы изменить шейдер, вы в Surface нажимаете на Principal BSDF. Если я нажму на него, вы увидите, что у нас здесь есть список шейдеров. Например, у нас есть Diffuse Shader для простого цвета, Glossy Shader для отражающего материала и Emission Shader для светящихся объектов. У нас также есть Mix Shader для смешивания двух разных шейдеров вместе и так далее. Но, к счастью, нам не нужно столько шейдеров, потому что у нас есть один основной шейдер, который включен по умолчанию, потому что это, по сути, один из видов Uber шейдеров, который включает в себя все остальное. Таким образом, с помощью этого шейдера мы можем создавать глянцевые, стеклянные и рассеянные материалы в одном шейдере. Таким образом, вам не нужно ничего переключать, потому что здесь внизу у нас есть все настройки для Principal Shader, и сейчас Principal Shader у нас активен. Итак, теперь, когда вы смотрите на все эти настройки, это может немного сбивать с толку. Но поскольку нам нужны только некоторые из них, вы увидите, что на самом деле это не так уж сложно. Итак, давайте взглянем на самые важные для нас настройки. Прежде всего, базовый цвет. Если я нажму на это белое поле, я могу изменить цвет, а также яркость. Это довольно просто. Затем вторым по важности значением является шероховатость, которая определяет, насколько шероховатой должна выглядеть поверхность. По сути, это размывает отражение в объекте. Если я установлю это значение на 0, как вы можете видеть, то у нас будет идеально гладкая отражающая поверхность. А если я установлю более высокое значение, вы увидите, что это будет выглядеть довольно грубо. Итак, в зависимости от того, какой объект вы хотите создать, например, из отражающего пластика, знайте, что нужно использовать очень низкое значение шероховатости.
А для, скажем, бетонного основания вы, вероятно, используете очень высокое значение шероховатости. Следующее важное значение – металлик. Итак, если это значение равно нулю, мы в основном получим неметаллический материал. В общем, все не металлическое. Но если мы хотим создать металлический объект, мы должны установить это значение в единицу. Теперь вы можете увидеть, как изменился внешний вид объекта. И если я теперь поиграю с шероховатостью, вы увидите, что яблоко теперь действительно выглядит как металлическое. Тоже довольно просто. Давайте вернемся в ноль, и последнее, что я хочу показать вам, это значение transmission. Если я установлю его на единицу, то мы получим стеклянный материал. И вот такое прекрасное преломление. И прямо сейчас здесь преломляется только это изображение, которое помещено в фон нашей сцены и освещает ее. Но оно скрыто здесь, в 3D-проекции, поэтому мы не можем его увидеть. Мы можем видеть его через преломление. Мы также не можем видеть, например, стол или нож на заднем плане. И это мы должны включить вручную для области просмотра отображения нашей сцены в реальном времени. Для этого в настройках материалов прокрутите вниз, зайдите в настройки и включите Screen Space Refraction. И чтобы все это сработало, нам нужно перейти в настройки рендеринга, включить Screen Space Refraction, и тогда вы увидите, что у нас уже есть эти прекрасные отражения в реальном времени на объекте. И еще, открыв эту вкладку, мы также должны включить Refractions. И теперь, как мы также видим, земля и нож будут включены в преломление. Итак, вернемся к материалам, и это в основном все. Итак, Base Color, Metallic, Roughness и Transmission. Итак, теперь я хочу показать вам, как здесь добавить простую текстуру к объекту. И прежде всего, давайте установим Transmission на 0. Metallic тоже должен быть равным нулю. Нам просто нужен стандартный материал, а вместо основного цвета мы используем текстуру. Для этого мы нажимаем на эту маленькую точку здесь рядом с цветом и в категории текстуры выбираем Image Texture. Теперь мы видим, что цвет заменен текстурой, и теперь мы можем либо подгрузить его с нашего жесткого диска, либо создать новое обычное изображение, либо заглянуть в библиотеку, потому что каждое изображение, которое мы загружаем в Blender, независимо от того, находится ли оно в режиме рисования текстур, или это текстура, или где-то еще, Blender поместит информацию в библиотеку изображений и запомнит все, что мы загружали в Blender. Таким образом, нам не нужно импортировать это изображение еще раз, потому что изображение Apple Paint все еще здесь. Просто щелкните по нему, и оно присвоится к базовому цвету этого шейдера. Теперь давайте закроем это. И теперь вы можете видеть, что это яблоко уже имеет эту красивую текстуру и будет отлично отображаться в 3D-проекции. Итак, у этого объекта яблока теперь есть простая и очень плоская гладкая поверхность, которая отражает. Это означает, что мы можем поэкспериментировать здесь с шероховатостью, чтобы оно соответствовало внешнему виду настоящего яблока. И на самом деле здесь не хватает дефектов. Это означает, что отражение не везде одинаково, и, возможно, у нас должны присутствовать какие-то неровности, которые мы также можем создать, используя наши материалы. Но для этого я не рекомендую использовать вкладку «Материал», поскольку мы, в принципе, можем делать все здесь. Мы можем добавить дополнительную информацию, если я нажму на эту точку здесь. Но в основном вся добавляемая информация будет просто указана друг под другом. И тогда у вас получится длинный список с большим количеством значений, и вы определенно запутаетесь. Поэтому, кроме как добавлять здесь простую текстуру и изменять базовые значения, я не рекомендую делать здесь что-то еще. Для всего остального нам понадобится Shader Editor, и для этого мы просто переходим сюда в рабочую область Shading. И как вы можете видеть, в этой рабочей области Shading у нас несколько другое расположение окон и редакторов. Конечно, есть наше 3D-окно с включенным по умолчанию режимом Look Dev. Только не путайте с этими маленькими шарами, которые в основном представляют собой идеальный отражающий и белый шар, которые отображают взаимодействие с настройкой освещения, что может быть полезно в качестве референса параллельно тому, что мы здесь создаем. Но пока не заостряйте внимание. Далее здесь у нас открыт файловый браузер, если нужно добавить текстуры, но мы сделаем это немного по-другому. Поэтому кликнем правой кнопкой мыши по краю и скажем Join Area. И кликнем левой кнопкой мыши в этом окне, чтобы удалить это.
Также здесь у нас включен редактор изображений, и он нам здесь тоже не нужен, поэтому кликните правой кнопкой мыши Join Area и удалите его. А вот что нам здесь нужно, так это Shader Editor, который открыт. Поэтому, если я кликну здесь по нему, мы увидим, что Shader Editor активен. И Shader Editor — это просто другой способ показывать все, что мы настроили здесь на вкладке материалов. Итак, все, что я делаю здесь, например, давайте быстро изменим шероховатость, вы увидите, что шероховатость в редакторе шейдеров также изменится. Потому что все, что происходит здесь, отражено здесь. Просто по-другому. Здесь мы используем ноды, и ноды управляются вводом и выводом. Итак, давайте щелкнем левой кнопкой мыши где-нибудь, чтобы отменить выбор всего, а затем щелкните левой кнопкой мыши и удерживайте, чтобы переместить узел. Это текстура, которую я присвоил в базовом цвете. И вы можете видеть здесь эту текстуру Apple Paint. Вывод цвета всегда с правой стороны узла. И этот вывод подключается ко входу с левой стороны этого Principal Shader. Итак, здесь у нас есть текстура, здесь у нас есть шейдер, и все, что рассчитывается внутри шейдера, будет выведено сюда и будет передано в узел вывода материала и подключено к поверхности, что по сути означает, что все, что мы здесь делаем, в конечном итоге будет выведено на поверхности этого выбранного объекта. Просто для вашего понимания, все, что вы видите здесь или здесь, зависит от выбранного объекта. Итак, если я выберу это покрытие, вы увидите, что у него еще нет материала. Значит, здесь ничего не появится. А если я выберу яблоко, вы увидите, что подключенный материал яблока будет отображаться здесь, а также здесь, в редакторе шейдеров. Итак, редактор шейдеров по сравнению с этим меню намного яснее, поскольку каждый аспект, который мы добавим в дерево узлов, будет четко виден все время. Так вот, например, если я открою настройку текстуры, она просто будет помещена куда-то сюда, между всеми другими меню, ползунками и настройками. Так не очень хорошо видно, что к чему. Но здесь мы ясно видим, что это наша текстура Apple Paint, и мы точно знаем, какие настройки принадлежат здесь этому узлу или этой текстуре. И мы также можем очень ясно увидеть связь этой текстуры со всеми другими узлами и подключениями. Чтобы подключить или отключить узел, вы просто кликаете и удерживаете левую кнопку мыши на входе узла, перемещаете его и отпускаете кнопку мыши. Тогда он будет отключен. Теперь вы также можете видеть, что у нас все еще есть узел текстуры, но он не связан с базовым цветом. И теперь мы видим только базовый цвет, который мы установили здесь, на последней модели, и эту информацию узел отправляет к поверхности объекта. Чтобы соединить узлы, мы кликаем левой кнопкой мыши и, удерживая точку вывода, просто перемещаем линию на вход и отпускаем мышь, и тогда она будет подключена. Вы также можете быстро отсоединить два узла, удерживая Ctrl-клик правой кнопкой мыши, удерживая и разрезая его. Так что это тоже работает. Также вы можете видеть, что у нас разные цвета для ввода и вывода. Это также важно. Эти цвета определяют, какие цвета мы можем соединить с другими узлами, но об этом мы узнаем позже. Итак, сейчас у нас есть только текстура. У нас есть Principal Shader и выходной узел, так что мы можем видеть все здесь. Но, как уже упоминалось, я хочу, чтобы яблоко выглядело немного интереснее. Когда вы онлайн загружаете пакеты текстур, например, с textureheaven.com, они будут поставляться не только с диффузными цветами или основным цветом, но и с различными картами, например, картой рельефа, картой нормалей, картой отражений, картой шероховатости и всего такого. Все эти карты вы можете поместить в редактор шейдеров и подключить их в нужные споты основного шейдера, и тогда все будет выглядеть идеально. Однако в нашем случае у нас есть текстура, сделанная вручную. Итак, мы нарисовали яблоко текстурой, у нас есть UV-карта, но нет всех остальных карт. Есть определенные инструменты, которые мы можем использовать или настроить в Photoshop, все, чтобы у нас были какие-то другие карты. Но это трудоемкий процесс, и я не хочу обсуждать его в этом видео. Но я хочу показать вам быстрый способ имитации эффекта различных карт на модели с быстрой и простой настройкой. И в конце концов, просто важно, как будет выглядеть финальная сцена. Это не обязательно должно быть супер реалистичным, просто это должно хорошо выглядеть. Мы можем добавить сюда больше узлов, нажав на эту кнопку Add и открыв здесь разные категории. Например, здесь в шейдере мы можем найти основной шейдер. И как только я нажму на один из этих узлов, он будет добавлен. Теперь он прилип к курсору мыши, и кликом левой кнопки я могу разместить его.
С помощью X или Delete я могу просто удалить выбранный узел. Я также могу выбрать все рамкой, а затем, кликнув и удерживая их левой кнопкой мыши, перемещать. Кликнув где-нибудь левой кнопкой мыши, мы можем отменить выбор всего. Колесом мыши мы можем увеличивать и уменьшать масштаб, а нажатием средней кнопки мы можем панорамировать этот вид. Все довольно просто. Вместо того, чтобы идти в меню Add, мы также можем нажать Shift-A, как для 3D вида. То же самое и в 3D виде. И в этом случае очень важно понимать, что хоткеи, которые мы нажимаем, работают только в редакторе, где находится курсор мыши. Поэтому если я наведу курсор мыши сюда, нажму Shift-A, вы увидите, что он открывает меню Add для 3D вида, а если я здесь нажму Shift-A, откроется меню Add для редактора шейдеров. И это относится также ко всем редакторам, если я использую определенный ярлык. Например, здесь я нажимаю Shift-D, потому что хочу дублировать яблоко, но вы видите, что ничего не происходит. А если я нажму Shift-D здесь, яблоко будет продублировано. Поэтому всегда следите за тем, где находится курсор мыши. Так, здесь давайте нажмем Shift-A, и первое, что мне понадобится, будет в разделе Converter Color Ramp. Итак, я просто подобавляю сюда кучу узлов, и мы по ходу будем их обсуждать. И эти узлы покажутся вам случайными и действительно странными. И это совершенно нормально. Но в итоге вы разберетесь и будете использовать определенные узлы снова и снова. И для создания очень простых шейдеров и материалов вам не нужны много узлов. Итак, несколько узлов, которые мы будем использовать в этой сцене, в большинстве случаев используются при создании простых материалов. А это все, что нам нужно. Я объясню все узлы, которые мы добавляем сюда и что они делают. Итак, прежде всего, этот узел Color Ramp. Мы видим, что здесь есть черно-белый градиент. Как же мы можем использовать это? А вот как. Мы можем подключить цвет текстуры Apple Paint. Для этого зажмите левую кнопку мыши и, удерживая, поместите это в значение фактор. Теперь, как видите, здесь все изменилось. А теперь, если я временно соединю выход цвета с базовым цветом, мы сможем увидеть, что происходит внутри этого узла. Этот узел использует цветной вывод. Эта желтая точка всегда означает цвет. Это мы соединяем с серым входом. Серый всегда означает числовые значения или градацию. Он в основном преобразует цвет в градацию серого, используя здесь цветовую шкалу. И с помощью этих двух цветов, черного и белого, мы определяем, какие цвета должны иметь значение белого цвета текстуры и какие темного. Таким образом, все темные значения теперь черные, а все светлые значения белые или более яркие. Еще вы также можете изменить цвета здесь. Мы можем сделать это ярче и сделать это синим, а здесь, например, красным. Теперь более яркие значения здесь используют красноватый цвет, а темный – синий цвет. Давайте отменим это, потому что я хочу получить черно-белое изображение. Итак, теперь, когда я кликаю левой кнопкой мыши по этим маркерам, удерживаю и перемещаю их, вы можете видеть, что я могу изменять значения. И как видите, если я добавляю здесь более черный цвет, то мы таким образом добавляем больше темных оттенков к текстурам. Или наоборот, если я выставляю здесь яркое значение, все станет ярче. И для чего же нам нужен этот Color Ramp? Конечно же, не для цвета. Мы не хотим, чтобы у нас было черно-белое яблоко. Он нам нужен для шероховатости. Поэтому давайте повторно свяжем цвет текстуры с базовым цветом главного узла. А теперь мы output нода Color Ramp подключим к инпуту у Roughness. Но прежде чем я это сделаю, давайте быстро взглянем на значение Roughness. Если я установлю нулевое значение, вы увидите идеально отражающуюся поверхность. А если я выставлю единицу, то у нас будет очень шероховатая поверхность. И значения 0 и единица в принципе означают, как правило, 0 черное, а единица белая. И все, что между ними, это значение в градациях серого. Итак, если мы снова посмотрим на этот Color Ramp, то теперь у нас на яблоке есть темные и яркие пятна. А это означает, что на темных пятнах у нас в основном нулевое или очень низкое значение шероховатости. А по всем ярким пятнам у нас относительно высокое значение, а значит шероховатость сильнее. Теперь, если я свяжу это с шероховатостью, вы увидите, что этот ползунок теперь заменен нашей картой шероховатости. Теперь давайте повторно подключим цвет и еще давайте немного поиграемся здесь. И вы можете видеть, как это меняет поверхность. Итак, вы можете видеть, что в некоторых областях у нас преобладает больше глянца, а в других нет. И, наконец, я хочу получить очень влажное яблоко, потому что позже мы добавим к нему несколько физических капель дождя. Поэтому нам нужна некоторая глянцевость и здесь, и там. Поэтому я поэкспериментирую с этими значениями, пока не добью желаемого результата. Еще мы также можем выбрать темное значение, кликнуть здесь по цвету и просто сделать его ярче.
Таким образом, мы делаем темные значения ярче, что означает, что мы добавляем больше шероховатости очень глянцевым областям. Это означает, что ни одна из областей здесь не является на 100% глянцевой. Мы настроим эти значения позже, когда перейдем к процессу освещения и рендеринга, чтобы с позиции камеры все выглядело идеально. Что еще рекомендуется делать постоянно, так это проверять другие условия освещения и смотреть, как яблоко выглядит при других условиях освещения. Когда мы смотрим на настоящее яблоко, вы можете видеть, что на нем есть все эти крошечные неровности и царапины, которые делают поверхность неровной. Но здесь в Blender, как вы можете видеть, у нас все еще идеально ровная поверхность. Вот почему мы хотим добавить карту рельефа. Но, как упоминалось ранее, поскольку эта текстура сделана вручную и мы не использовали никаких других инструментов, у нас нет карты рельефа. Карта рельефа — это по сути просто черно-белое изображение. Белый означает, что мы по сути вытягиваем поверхность, а черный означает, что мы толкаем ее внутрь. И здесь снова, как и в случае с Roughness, воспользуемся дешевым приемом. Прежде всего, я зажимаю Shift-A, перехожу в вектор и добавляю узел Bump. Анод бампа имеет значение Height. И здесь мы просто используем Color нашей текстуры яблока, подключив его в Height. А затем нам просто нужно соединить выход Normal узла Bump с входом Normal основного шейдера. Теперь вы можете видеть, что происходит. По сути, мы используем значение этой текстуры, помещаем ее в узел Bump, и это как бы вычисляет высоту каждого пикселя текстуры. Теперь все яркие значения вытеснены, а все значения черного вдавлены. Конечно, поскольку у нас есть несколько теней на текстуре, некоторые области текстур просто немного ярче других, просто из-за цвета. А это вообще нереалистично. Однако, если я немного уменьшу здесь силу, то мы получим эти крошечные неровности на поверхности. И поскольку они очень маленькие, они не должны быть суперреалистичными, но они вполне добавляют реализма яблоку. Так что теперь поверхность уже не идеальна. Так вы можете поиграться с настройками. Я, вероятно, немного поиграю с ними позже, но на данный момент я считаю 0,025 неплохим значением. И с помощью этих нескольких узлов мы создали полуреалистичную поверхность для яблока. И я думаю, что на данном этапе это выглядит уже довольно круто. Окей, теперь я хочу быстро добавить материал к ножу. И так как мы уже здесь все настроили, нож будет иметь довольно похожую настройку, и нам не нужно будет настраивать все заново. Итак, я выбираю рукоять ножа. И всякий раз, когда мы создаем материал в Blender, он добавляется в библиотеку материалов внутри этого blend файла. Это означает, что выбрав это, я могу перейти на вкладку материалов и вместо создания нового материала заглянуть в библиотеку, нажав эту кнопку. И здесь вы увидите материал яблока. Щелкните по нему, и он тоже будет связан с этой рукояткой. Конечно, текстуры не подходят, так как у нас другая UV-карта, но у нас уже есть все настройки. Однако проблема в том, что если я сейчас что-нибудь изменю здесь, это также отразится и на яблоке, поскольку это не новый материал, и мы используем тот же материал, который мы использовали для яблока, также подключенного ко второму объекту. Таким образом, вы можете соединить один материал с любым количеством объектов, и как только вы измените что-либо в материале, это будет изменено для всех объектов. Только мы хотим использовать это как основу, а затем немного подправить, и мы можем сделать это здесь. Вы можете видеть, что у нас здесь двойка. Это означает то, что два объекта используют один материал. Теперь давайте просто скопируем этот материал, кликнув эту кнопку, и вы увидите, что имя изменилось. И теперь в библиотеке у нас есть два материала. Назовем это Knife Handle и заменим текстуру. Что я мог сделать? Я мог щелкнуть по этой кнопке и затем открыть новое изображение. Но я хочу показать вам другой способ добавления изображения в редакторе шейдеров. Итак, давайте удалим этот нод. И то, что мы можем сделать, по сути, здесь. Мы можем заглянуть в нашу папку текстур и просто перетащить это изображение в редактор шейдеров. И как вы можете видеть, был создан новый узел текстуры. Также можно зажать Shift-A, перейти в текстуры и выбрать текстуру изображения. Затем вы должны нажать Open и открыть файл, который вы хотите загрузить в узел текстуры изображения. Но этого можно избежать, просто перетащив это сюда. И тогда это просто возьмет текстуру с нашего жесткого диска.
Итак, давайте теперь подключим это к Base Color и Color Ramp, а также к ноду Bump. Итак, во-первых, давайте немного увеличим Bump. И, возможно, давайте применим здесь другую настройку освещения. Вот более сильный свет сбоку, и так лучше видно. Я не буду делать это слишком сильным. И также давайте поиграемся здесь с этими настройками. Итак, я немного поигрался, но пока не решил, что это хорошо выглядит. Кроме того, мы снова проверим это в финальной сцене, и при необходимости мы можем настроить это снова. И это, по сути, все, что нам нужно было сделать, просто немного изменить Color Ramp для шероховатости и Bump для рельефной поверхности. Итак, теперь давайте выберем это лезвие. И ему мы хотим добавить ту же текстуру, что и ручки, но мы снова должны настроить параметры. Итак, что мы делаем снова? Мы выбираем объект, идем в библиотеку и добавляем материал Knife Handle. Вы можете видеть, что текстура уже идеально подходит, потому что UV-карта идеально подходит к изображению Knife Paint. Но я хочу сделать этот материал металлическим. И здесь, поскольку ручка не должна быть металлической, мы должны продублировать это. Назовите это Knife Blade. Как видите, теперь это также доступно здесь, в библиотеке. Далее мне нужно установить для Principal Shader значение Metallic, поэтому установите его на единицу. И, конечно же, это должно быть более плоским, поэтому мы довольно сильно уменьшаем силу карты Bump. И еще мы можем поиграть с Color Ramp. Итак, это должно быть довольно шероховато, но я также хочу, чтобы здесь были некоторые преломления. Думаю, что-то в этом роде. Выглядит интересно. Опять же, вы можете изменить настройку освещения, чтобы увидеть, как это выглядит в различных условиях освещения. И я думаю, так выглядит неплохо. И, конечно же, не забудьте сохранить с помощью Ctrl-S. Да, ребята, как вы можете видеть, с помощью простой текстуры и некоторых узлов мы можем уже создавать красивые на вид материалы. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на этот канал и отметить колокольчик, если вы хотите получать уведомления о будущих видео. Если вам нравится наш контент и вы хотите расширить свои знания и поддержать этот канал, вы можете пройти наш курс Blender Launchpad. В нем мы будем использовать наше воображение, чтобы создать эту красивую стилизованную анимированную 3D-сцену с нуля. Если хотите узнать больше, переходите по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание, а в следующем видео мы создадим материал для чаши и деревянных досок. И там мы будем использовать некоторые специальные техники, которые позволят нам создавать этот материал без использования UV-карты. Так что не забудьте посмотреть, увидимся там, пока.